Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить обалденно вкусный и нежный торт, который, можно сказать, просто тает во рту. Торт готовится без духовки, печенья, быстро и легко. Крем по вкусу напоминает мороженое пломбир, и при желании в прослойку можно добавлять разные ягоды. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 18 см, высотой 6,5 см и весом килограмм 400 граммов. Давайте приготовим. В чашу просеиваем 250 граммов или 12,5 столовых ложек без верха пшеничной муки. Добавляем 70 граммов или 3,5 столовые ложки без верха сахара, щепотку соли. Перемешиваем. В 150 граммов охлажденного сливочного масла обваливаем в мучной смеси и натираем на крупной терке. Масло периодически обваливаем в муке, чтобы оно не подтаивало от рук. Перемешиваем масло с мучной смесью и перетираем в крошку. У вас должна получиться однородная сыпучая крошка. Периодически помешивая, обжариваем крошку на умеренном огне на сухой, заранее разогретой сковороде. У меня сковорода диаметром 28 см, я обжариваю крошку в два этапа. Пока первую половину крошки обжариваем, вторую убираем в холодильник. Сначала при обжарке масло начинает таять, и крошка будет масляной и крупной. Но по мере обжаривания крошка будет подсыхать, становиться рассыпчатой и мелкой. На обжаривание одной части крошки потребуется примерно 8-10 минут, в зависимости от вашей сковороды и нагрева вашей плиты. Готовую крошку перекладываем на пергаментную бумагу и даем ей остыть до комнатной температуры. Крошку оставляем на столе и приготовим крем. В 300 г сгущенного молока добавляем 3 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 60 граммов или 3 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем. При желании пшеничную муку можно заменить кукурузным крахмалом. С крахмалом крем будет еще более нежным. Добавляем 400 граммов или миллилитров молока. Перемешиваем и ставим вариться на плиту. Варим на умеренном огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик и доводим массу до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, провариваем массу в течение примерно 1 минуты. Готовая заварная основа по консистенции будет густая, как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Постоянно перемешивая, остужаем до комнатной температуры. При взбивании заварная основа и сливочное масло должны быть одной комнатной температуры. К 100 граммам мягкого сливочного масла добавляем 20 граммов или 4 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Хорошо взобьем все миксером, масло должно стать светлым и воздушным. На это может потребоваться примерно 2-3 минуты в зависимости, насколько мощный у вас миксер. Добавляем к взбитому сливочному маслу половину заварной основы. Взбиваем до однородного состояния. Добавляем оставшуюся заварную основу. Взбиваем до однородного и воздушного состояния. Крем получается очень нежным, по вкусу напоминает мороженое пломбир и в охлажденном виде отлично держит форму. Формируем торт. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо и ацетатную пленку. Если ацетатной пленки нет, то ее можно заменить полосками, вырезанными из пергаментной бумаги. Делим крошку на 5 частей и высыпаем 1/5 часть крошки на тарелку. Если вы взвешиваете на весах, то это 85 граммов на один слой. Нижний слой слегка утрамбуем стаканом. Делим крем на 5 частей и покрываем крошку 1/5 частью крема. Если вы взвешиваете на весах, то это примерно 200 граммов крема на один слой. Так как крошка тянется за кремом, то удобно крем выкладывать при помощи кондитерского или пищевого пакета. Крем равномерно посыпаем 1/5 частью крошки.
Если надо, крошку разравниваем вилочкой. И так, чередуя крошку и крем, формируем торт из 5 слоев крошки и 5 слоев крема. Друзья, у меня на канале есть много рецептов разных тортов, которые готовятся без выпечки. Шоколадные торты, торты с творожным кремом, с ягодной начинкой, арахисовый торт. Ссылки на эти плейлисты я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Переходите, смотрите, выбирайте и готовьте понравившиеся вам рецепты. Последним слоем выкладываем крем. Сверху торт я посыпаю измельченным белым шоколадом. По желанию вместо шоколада торт сверху можно посыпать кокосовой стружкой или миндальными лепестками. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться примерно на 3-4 часа. При желании можно убрать торт в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки и подаем к столу. Торт вкусный и нежный, советуем его приготовить. Мне очень нравится подавать кусочек этого торта вместе с клубникой. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.